Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта, и вы на канале Vita Imlag. В этом видео я хочу внести пояснение к моему предыдущему видео, которое было снято для владельцев недвижимости, которые сдают ее в аренду. После видео ко мне стало поступать очень много вопросов касательно аренды недвижимости. Как раз в своем видео хочу сделать акцент, потому что некоторые писали мне о том, что это налог на аренду нужно было платить всегда и так далее. Конечно, это даже не обсуждается. Налог на аренду, вообще любой, если у вас есть доход, то в любой цивилизованной, демократической, правовой стране вы должны платить налоги. Вот. И это понятно. Просто сейчас ввели как раз-таки с апреля 2024 года, ввели новое правило о том, что теперь вы обязаны еще и задекларировать этот доход. Если раньше достаточно было у нотариуса составить договор, и как бы получается, что в системе уже есть, да, что вы сдаете квартиру, информация о том, что вы сдаете квартиру в аренду, то сейчас непосредственно в налоговую инспекцию вам нужно сходить ножками, да, или же на сайте, через сайт ЭДВЛЕТ вы можете это сделать, заполнить форму и поставить в известность, да, официально налоговую инспекцию о том, что вы, являясь владельцем недвижимости, получаете доход от нее. И в этой форме вы сами пишете о том, какую сумму вы, какой доход вы получаете. Также сейчас более тщательно следят за тем, чтобы именно плату за аренду владельцы квартир получали на свой счет. Не обязательно турецкий, кстати. Если вы живете за границей и у вас иностранный счет, и если вы договорились с вашим арендатором, что он будет перечислять на него, на ваш иностранный счет, это тоже подойдет. Вам нужна будет просто выписка, именно квитанция о том, что деньги поступили вот в такой-то сумме, там годовая сумма у вас будет, либо он платит вам помесячно, и вы потом несколько всех этих квитанций распечатаете, либо приложите, да, как-то сфотографируете в сканированном виде, покажете это на сайте налоговой службы, либо принесете просто вот эти распечатанные квитанции. Также вопросы касались того, что нужно ли ежегодно там, или после того, как договор уже, срок договора истек, нужно ли его обновлять, то есть если изменилась цена, да. В этом случае вам не нужно обновлять договор, если изменилась цена, и вы просто декларируете и пишете уже текущую цену на сегодняшний день. А опять идти к нотариусу и заново заключать договор с теми же арендаторами не имеет смысла, это не нужно. Вы просто уведомляете налоговую о том, что цена поднялась, и в форме, соответственно, указываете цену уже выше, и налоги считаются уже согласно новой текущей цене. Также был вопрос, какой процент платится с дохода на аренду. Здесь есть определенный расчет. Я уже в прошлом видео говорила вам о том, что есть суммы, которые не облагаются налогом. Это минимальные суммы, то есть годовой налог, если составляет в 2023 году у вас менее 21 тысячи лир, и 21 тысячу лиру включительно, то в этом случае вы не платите налог. В 2024 году эту сумму увеличили до 33 тысяч, то есть 33 тысячи лир – это та сумма, которая не облагается налогом. Все, что выше, до 70 тысяч, вы платите 15%. Если эта сумма уже выше 70 тысяч и достигает до 150, там есть определенный расчет. Я вам не буду подробно сидеть сейчас высчитывать, потому что мы сейчас зависнем здесь на этом видео еще с вами на 1,5 часа. Вот, поэтому я вам для удобства в описании к видео скину калькулятор. Это официальный калькулятор, в котором, кстати, обновляются там ежегодно вот эти все новые суммы, да, какие облагаются, не облагаются и так далее. Вы просто вводите в этот калькулятор ваш доход от аренды, и он вам моментально считает, какие налоги вам нужно заплатить или не нужно платить. Поэтому пользуйтесь с удовольствием.
и с пользой. Хочу подчеркнуть еще раз, потому что там были комментарии о том, что типа налоги нужно было платить всегда. Конечно, налоги в любой демократической правовой стране нужно платить с дохода всегда. Это не что-то новое. Ввели как раз-таки нововведение касательно того, что вы должны декларировать свой доход, декларировать. Раньше достаточно было просто составить договор у нотариуса, и вы ежегодно являлись в определенное время в налоговую и узнавали, какой там у вас налог, также заполняя форму. А сейчас вам нужно декларировать эту недвижимость, то есть заполнить форму либо на сайте налоговой инспекции, либо прийти туда лично. Давайте подытожим. Декларировать ваш доход от аренды нужно с 2023 года. То есть, если вы получили доход в 2023 году, доход от аренды, идете в налоговую, декларируете до апреля. Если вы не успели, мы узнавали в нашей налоговой инспекции, тут чуть-чуть продлили этот срок, и вы еще можете успеть задекларировать свой доход от аренды без штрафной пени. Также был еще один вопрос касательно того, что если мне платят в валюте, неважно в какой валюте вы получаете доход от аренды, вы просто конвертируете его по дню. В момент заполнения формы и оплаты налогов конвертируйте на сегодняшний день. Например, получили 300 евро, посмотрели, сколько на сегодняшний день составляет это в лирах, и по этой сумме заплатили налог. Друзья, я надеюсь, ответила на все ваши вопросы. Если они у вас все-таки остались, пишите в комментариях, это будет поводом для записи еще одного видео. Законы меняются, я думаю, в любой стране часто, а у нас в Турции наши бухгалтера и юристы только успевают за ними. В общем, будем вместе держать руку на пульсе. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока. А также подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезное видео.